Мачу-Пикчу, развалины древнего города в глубине перуанских гор, были обнаружены чуть более сотни лет назад. Однако до сих пор никто не знает, кто, когда и как построил этот город, ни даже его настоящего названия. На самом деле слова Мачу-Пикчу на языке кечуа означают «старая гора». Так называется вершина высотой 3061 метр, которая возвышается над древним городом и к которой ведут 1600 крутых каменных ступеней через заросший мхами и кустами орхидей облачный лес. Только ограниченное число, не более 400 человек в день, может подняться на эту гору, чтобы с высоты птичьего полета увидеть один из красивейших пейзажей на Земле. Но не только из-за его красоты Мачу-Пикчу считают одним из чудес света. При строительстве древнего города были использованы технологии, которые до настоящего времени остаются загадкой. Например, на этом огромном гранитном монолите явно виден ровный след машинной обработки. Все камни с идеальной точностью подогнаны друг к другу и имеют сложную полигональную форму. Это позволяет им, как кусочкам пазла, прочно держаться друг за друга и противостоять любому землетрясению. Согласно официальной теории, героизирующей историческое прошлое Перу, Мачу-Пикчу построили инки для великого императора Пачакутека. Однако инки владели только простейшими орудиями труда и не могли так хорошо обрабатывать камни. Они даже не знали колеса, чтобы облегчить транспортировку огромных блоков. Инки запоминали информацию, завязывая узелки на веревочках, так как не имели письменности. Как показали раскопки, инки, несомненно, здесь жили. Именно они сделали эти террасы и сложили из камней и глины свои дома. Но при раскопках были также найдены продолговатые черепа, возможно, принадлежавшие представителям более древней высокотехнологичной цивилизации, на фундаменте которой инки построили свой город. Сооружения непонятного им назначения инки превратили в храмы и совершали ритуалы у диковинных камней. Некоторые огромные камни инки так и оставили там, где они лежали, будучи не в состоянии их поднять. Вот для чего интересно это кольцо? Чтобы зацепить его подъемным краном? Загадочный камень Интиуатана больше похож на фундамент телескопа, чем на солнечные часы, и находится на возвышении с плоской вершиной, напоминающей вертолетную площадку. Это рядом с ним сфотографировался первооткрыватель Мачу-Пикчу профессор Хайрам Бингем. В сотне километров от Мачу-Пикчу, в археологическом комплексе Саксай-Уаман, расположенном на горе над городом Куско, полигональное строительство принимает гигантские масштабы. Стена длиной 400 метров сложена из огромных, весом в десятки тонн каменных блоков, каждый из которых имеет свою неповторимую форму.
При этом они с поразительной точностью подогнаны друг к другу, так что между ними не просунешь и иголку. Боковые грани камней тщательно обработаны и изогнуты в пространстве, словно кто-то косо провел по ним ножом. Каким же образом все это было сделано? Как один камень может идеально совпасть с другими, какой бы сложной ни была их форма? На улицах Куско можно даже увидеть рекордсмена полигональной кладки – 12-угольный камень. Самой популярной является пластилиновая теория, согласно которой камни каким-то образом размягчали и в процессе укладки придавали им нужную форму. Опровержение этой теории, а также другие удивительные вещи я увидел в следующем пункте своего путешествия. Ярким танцевальным праздником встретил меня городок Ольянта-Итамба в центре священной долины инков, которая простирается от Куско до Мачу-Пикчу. Это одно из старейших поселений Перу, где в домах, построенных инками, до сих пор живут люди. Местное население занимается сельским хозяйством и народными промыслами, а неподалеку находятся древние соляные копи Марас, где технология добычи соли не менялась со времен инков. Соляные копи состоят из более чем 3000 бассейнов, в которые маленькими ручейками поступает вода из горячего соляного источника. Вода постепенно испаряется, и через месяц на дне остается толстый слой соли. Предварительно дно каждого бассейна тщательно очищают и утрамбовывают. Все работы испокон веку производятся вручную. Главная достопримечательность Ольянта-Итамба – археологический парк, который возвышается прямо над городом и таит в себе множество удивительных загадок. Первое, что бросается в глаза – идеальная точность обработки камней, как будто они были напечатаны на 3D принтере. Как и в Мачу-Пикчу, каменные блоки идеально прилегают друг к другу, даже в мельчайших деталях. Так значит, пластилиновая теория верна, и камни были в пластичном или вообще в расплавленном состоянии? В таком случае на месте всех этих соскообразных выступов, возможно, находились винты, скрепляющие опалубку, наподобие современной технологии заливки бетона. А теперь посмотрим на этот камень с обратной стороны. Здесь действительно есть выступы, но они совсем не совпадают с выступами на лицевой стороне камня. Кроме того, если бы камни были пластичными, между ними не было бы пустот. Но это не так, и пластилиновая теория здесь не работает. По всей видимости, камни темно-серого цвета были вырезаны из скалы, которая находится тут же рядом. Такой ровный и гладкий срез можно было сделать только алмазной дисковой пилой. Или, может быть, лазером? Чтобы получить эти кадры, мне пришлось простимулировать охранника и дать ему свою камеру, так как посетителей к этому месту не подпускают. Тут явно поработал алмазный инструмент. В качестве бесплатного бонуса он снял мне еще вот этот узор, упоминания о котором я никогда раньше не встречал. Точно так же, каким-то неведомым инструментом с поразительной легкостью изрезана вся скала, словно это был огромный кусок сливочного масла. Шесть огромных гранитных монолитов, каждый весом под 90 тонн, находятся на самой вершине археологического парка.
И судя по их обратной стороне, здесь и речи не может быть о пластилиновой технологии. В наше время для транспортировки только одного монолита понадобился бы вот такой самосвал. Но самое удивительное, что каменный карьер, из которого они были сюда доставлены, находится за рекой в 8 километрах на высоте 3500 метров. Чтобы понять, насколько это реально, на следующий день я отправился туда сам. Вдоль тропы росли кактусы, внизу простиралась священная долина инков. А впереди сверкала на солнце снежная вершина Вероника, высотой без малого 6000 метров. Да, отсюда возможно скатить в долину огромную гранитную глыбу. Но чтобы доставить к месту строительства, ее надо было еще переправить через реку, волоком дотащить до города и поднять на высоту 16-этажного дома. Напомню, инки не знали колеса. Есть такое выражение «камни говорят». Однако тот, кто вот так одним махом резал гранитные глыбы, не хотел раскрывать свою тайну. Может быть, он владел секретом антигравитации и мог любой камень превратить в пушинку? Кто знает. Более 2 миллионов человек в год посещает Мачу-Пикчу. Сотни ученых ломают голову над его происхождением, но пока безрезультатно. Может быть, вы, однажды посетив Перу, заметите какую-то деталь, которая прольет свет на тайну этого древнего города. Иначе мы так никогда и не узнаем, кто, когда и как. Osez croire.